Всем привет! Сегодня я буду украшать торт в виде ящика с цветами. И для начала хочу сделать один большой пион. Для серединки я взяла насадку 125К, вот такая скошенная роза. А для лепесточков насадка 874, 3 сантиметра на выход, большая изогнутая роза. Крем окрашивала краситель Топ Декор бордовый. И им же окрасила пакетики. Делать буду на большом конусе 3,5 сантиметра диаметр. Хорошенько его укрепляем, чтобы он не падал. Наполняем кремом. И начинаем делать серединку. Сначала в хаотичном порядке выдавливаем. Можно вот так выдавить, можно вот так. Вот так. Чем беспорядочно получается, тем лучше. Вот здесь вот можно вот так вот добавить. Вот так, тем самым укрепить цветок. Вот такая серединка получается. Беру насадку 874, начинаю закрывать. Лепесточки на себя делаем. Вот такие лепесточки. Не совсем большие. Вот один ряд сделали, и в шахматном порядке между ними делаем еще один ряд. Вот снизу я добавляю. Беру сухой краситель красный и немножко окрашиваю. Вот такой вот пион получается. Теперь буду делать гвоздики. Я подписана давно на девочку в Инстаграм, кореянку. Вот именно она делает такие гвоздики.
Буду делать по корейской технике. Насадка 125К. Вот такая скошенная роза. В крем добавила маленькую капельку краситель Color Gel цвет лайм. Можно просто любой зеленый добавить, совсем немножко. И вот делаем основу достаточно высокую. Вот так. Берем насадку, нижней частью вставляем прям в крем и начинаем давить и делать вот такие вот волнистые движения. Вот так вот. И начинаем набивать цветочек. Вот так вот получается. Вот достаточно. У гвоздики лепесточки такие как рваные. И вот берем шпажку и начинаем их обрывать. И вот так получается. Насадка 874. Изогнутая роза 3 сантиметра на выходе. Крем окрашивала красители Кредо номер 8 персик и номер 19 розовый электро. Делать буду на конусе. Сначала делаю серединку. Делаю буквально один оборот. Теперь дотрагиваюсь до конуса и делаю лепесточки чуть вверх, вниз. Насадку вытираем. Также следующий лепесточек.
Вот такая роза получается. И еще хочу сделать розы вот такого вот цвета. Окрашивала сухим индийским красителем цвет кармин. Сначала разводила водой, а потом добавляла в крем. И насадка все та же, 874. Делаю серединку. И лепесточки. Насадкой дотрагиваюсь до конуса. Начинаю давить немного вверх. Также немножко вверх. Давим не спеша. Такие небольшие лепесточки. Вот такая роза получается. Сделаю маленькие бутоны. Насадку взяла 128. Вот такая прямая роза, 2 сантиметра на выходе. Крем взяла, который делала розы. Для зелени насадка 101, маленькая роза. И крем окрашивала краситель Америколор номер 144 и Кредо номер 41, цвет тархун. И делать буду на сладкой соломке. Сначала делаем серединку. Давим и крутим палочку. Вот так вот. И делаем несколько лепесточков. Вот так. Добавляем зелень. И вот здесь можно закрыть, чтобы палочку не видно было. И вот так получается. Торт я покрыла белково-заварным кремом. Внутри медовик с пломбирным кремом. Ссылочку на рецепт я оставлю под видео. Размеры 28 на 13 и высота 9 сантиметров. Я выпекала коржи 28 на 26. И потом вот так вдоль их разрезала. Так быстрее получается выпекать. Я из мастики сделала вот такой пласт. Я не стала резать их на полосочки. Фактуру дерева делала вот таким оттиском. И затем кисточкой покрыла сухим кондурином. Вот таким золотым. Размеры этих заготовок также 28 сантиметров. И в высоту я их делала 11 сантиметров. А вот эти маленькие боковые части 13 на 11.
Я сейчас ножницами отрежу где-то сантиметр, чтобы крема сюда много не добавлять, и цветы смотрелись более как бы возвышенно. Для зелени срезала пакетик треугольничком. И крем окрасила. Краситель Americolor номер 144 и добавляла черный Кредо номер 50. И полосу провела краситель коричневый Топ Декор. Покажу вам поближе. Вот такой вот тортик получился. Я добавила листики мяты и топпер с днем рождения. И вот такие вот цветочки получились. Ну и на этом буду прощаться. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!